И всем привет. 55-й день сезона, и у нас первый день финального босса. На тех серверах первого дня, то есть те сервера, которые стартанули в первый день. У нас сегодня первый день уже после демо-режима, когда мы могли потестить пачки. У нас сегодня был первый день именно босса, когда мы можем его бить, сохранять урон и все такое. На 25-м сервере у нас уже босса в первый день убили. И причем убили его за счет массовости, то есть у меня достаточно низкий урон. То есть 1 900 000 это мало, это очень мало. Но мы убили его за счет того, что у нас большое количество игроков отбило. Можем посмотреть. 427. У меня они отбили 280. Но за счет того, что дикость у него 302, у меня 390. За счет того, что латер у него 250, у меня 380. То есть я вышел вперед. В общем, я не про то, чтобы команды показать. Давайте посмотрим, сколько у нас отбило босса. На данный момент у нас отбили 142 человека, и мы видим, что последние списки топа это такая формальность. То есть сами топы у нас еще не отбивали. Расчет по урону итоговому общему будет только через 8 дней, поэтому насчет этой цифры беспокоиться не стоит. То есть я первое место точно не займу. У меня нету Лильвани с артефактом, но речь не об этом. Давайте посмотрим, кем я бил. Вообще такое экспресс-видео для тех, у кого, допустим, босс только сегодня начинается, либо завтра. То есть, чтобы примерно понимать, какие команды какой урон набивать могут из тех, что мне известно. Я отбил вот заморозка, я вообще не заморачивался. То, что я на стриме пытался нащупать, у меня получилось очень такой плохой урон. То есть вот этот урон, чтобы вы понимали, можно набить эпиками. Эпиками 220 можно набить. Без всяких аходиров, без аустров, без лосений. Это можно набить. Ну, допустим, может чуть поменьше, там, я не знаю, 210. Но больше 200 точно. Призыв у меня умирает раньше, чем время заканчивается боя. И Лильванис у меня без артефакта. Сбор Телендор, обращу внимание, с артефактом. Поэтому урон чуть выше, но опять же очень маленький. Я видел, что набивают сбором без Телендора 300. С филта плюс 5. Неустрашимость у меня, это самый лучший урон, который у меня был из тех, что я пробовал. 336, отличный, я считаю, результат. Настенка с артефактом, Велиус плюс 4 с веером, Натаниэль с плащом. Плащ здесь необходим для того, чтобы они выживали на последней стадии боя. Потому что босс в конце боя достаточно ощутимо бьет. И то есть без плаща они у меня реально умирали. И наносили максимум 320, ну максимум был 330 без плаща. С рогом, я рог ставил Натаниэлю. С плащом они смогли набить 336. Возможно, могут чуть больше, допустим, 340. Сутка на разломе, на бафе. Попозже отдельно пройдемся командами вот этими. Латер, пачка яда. Рейту, не обязательно здесь рейта, но нам нужен подхил, хоть какой-нибудь. Потому что Джорн не подхиливает, соответственно, они тоже себя не подхиливают. Нам здесь любой нужен подхил. То есть, допустим, Викук, там, понятно, будут цифры пониже. Фрубат будут очень близкие к этим цифрам. А Гока я использовал в дикости, поэтому здесь я его не использовал. Вообще Джорна ставится Гоком. Так, по командам я попозже покажу, как я их бил, какие тайминги. Я вообще не претендую, что здесь какие-то топовые команды. Нет, я просто показываю то, чем я бил и как вот у меня получилось. Обратите внимание, флора плюс 2. То есть вот этот урон я видел в Китае. Плюс 3 флора набивала 400, по-моему, 70. Я, к сожалению, пока что не подобрался к этой цифре. Возможно, попозже мы это все оттестим и сделаем лучший вариант. Это такие сырые, очень сырые предварительные варианты. Просто покажу для тех, кому нужен хоть какой-то, хоть какая-то подсказка. Итак, здесь я отбил, сохранил их, поэтому я здесь уже ничего показать не смогу. Давайте я вам в бою, в любом бою, допустим, на воронке. Хотя нет, на воронке это плохо, наверное, получится. Ой, давайте на любом боссе. Я покажу эти команды. И объясню некоторые нюансы, которые мне на данный момент известны. Дикости. Дикость у меня набивала 400. На этот раз получилось там 390 с копейками, но это не принципиально. Дикость такую вот шмотку, точнее снаряжение представляет. Тайминги стандартные для дикарей. Единственное, что Агок у нас 16-16,5. То есть 2 раза за цикл босса он ультует. В чем здесь нюанс? Во-первых, Агок на заливке. Потому что здесь огонь везде. И заливать Агока никто не будет. Чтобы он попадал 2 раза за цикл, его надо заливать. Соответственно, он сам себя заливает. У него рог, ну, понятно, видно, что по артефактам, что они делают. Так, расстановка, к сожалению, на боссе другая. То есть здесь она не показывается реально. Ну, давайте допустим вот так.
Почему мы ставим всех вокруг Агока? Потому что у него таланты такие, что он раздает сопротивление тем, кто рядом. Поэтому мы всех ставим рядом. Сопротивление у него побольше, точности тоже немало, чтобы он накладывал штраф к атаке. В чем нюанс этой команды и этих таймингов? В том, что... я здесь не покажу, да? Да, не покажу. Давайте буду выходить. В том, что Агоку надо смещать тайминг. Здесь он ультует 16-16-5. Давайте посмотрим. На примере босса. То есть Агок ультует где-то здесь. Для чего? Он дает бессмертие. Он там параллельно еще с талантов дает восстановление при ударе, то есть второй баф. Он это делает для того, чтобы босс не бафал себе усиление защиты. Первая часть боя это работает нормально. То есть он ультует здесь, там где-то здесь. То есть 2 раза за цикл. Он поддерживает, во-первых, хил, во-вторых, баф с артефакта. Но в конце боя босс уже наносит очень много урона. И у нас, тем более, максимальные очки здоровья, они сожраны боссом. Поэтому в конце боя, где-то, когда остается до конца боя, соответственно, 2.30, где-то 2.40, ну, может быть, 3 минуты, мы выключаем автоматически применение навыка Агока. Вот здесь вот, да? То есть, когда он здесь ультует, мы после этого выключаем. И включаем только вот здесь, перед ударом хвостом. Потому что если мы включим после, то на последних циклах мы уже можем от этого удара хвоста умереть. Поэтому чуть раньше он бьет где-то здесь хвостом, мы ультуем где-то здесь. Причем включаем опять на автоматический тайминг, потому что он будет повторяться 2 раза за цикл. Нас это устраивает. То есть, когда 2.30, 2.40, 2.50, 3 минуты, в зависимости от того, сколько у вас здоровья после вот этой ульты остается у команды, вы видите, что она вот в следующий раз умрет, вы после этого отключаете, вот после использования здесь ульты Агоком, вы его выключаете и включаете где-то здесь, перед ударом хвостом. Бьет хвостом он где-то на 27 секунде, где-то так. Вот в его цикле. Вот, собственно, и весь нюанс вот в этой команде, который я, по крайней мере, нашел. В общем-то, все. Также можно сказать, что... Сейчас, где она? Я еще каждому из нас, ну, из дикарей, помимо Флоры, хотя Флоре тоже, сопротивление дал. Дал сопротивление для чего? Для того, чтобы у нас босс, если вы видели, да, если читали навыки, не снимал усиление. Потому что если у нас останется 0 усилений, там у определенного количества игроков, точнее союзников, 2 или более, то он себе даст баф защиты. Поэтому я сделал сопротивление. Плюс, по идее, штраф к атаке он не накладет, ну, с определенной вероятностью босс. Но штраф к атаке у нас снимает Агок. Поэтому проблема именно в бафе защиты у босса. Почему я здесь Эричу дал уже 251, то есть большим запасом, потому что я делал также 150-120, как у остальных. И босс все равно давал себе защиту. То есть он снимал усиление и давал себе защиту. Поэтому я выкрутил побольше, допустим, Эричу, у которого урон там не важен. Атаки чуть поменьше, это ничего страшного. Даже Каспару и Фелисити. Флору я оставил с одной руной, вот этой. Ну и в принципе все. Так, это у нас дикость. Что у нас с неустрашимостью? Мы их ставим... Так, как я их ставил? Я их ставил вот так. Вот так я их ставил. Что-то типа вот этого. Потому что у нас Натаниэль главный за выживаемость. Он с боевого снимает там ослабление и дает еще длительное восстановление. Плюс он вот в этой ветке талантов, он за счет сопротивления набирает себе ульту. Также у него плащ. Плащ, я не помню, сказал нет. Плащ сильно влияет на выживаемость в конце боя. Потому что в конце боя босс бьет очень ощутимо. К сожалению, у этого плаща 50% на срабатывание, на отражение негативного эффекта. Причем игнорирует сопротивление. То есть ему точность не нужна. И поэтому есть рандом определенный. То есть они выживают то лучше, то хуже. Но в любом случае в итоге урон лучше, чем, допустим, с Рогом. Я ставил ему Рог, вроде бы он его постоянно поддерживает, но в итоге урон хуже. Потому что в конце они достаточно рано умирают. Сет у него такой на подхил дополнительный. Он не принципиален на самом деле. То есть вы можете поставить другой сет. Допустим, сет предков, либо какой-то еще. Он не принципиален.
Принципиально здесь само наличие Натаниэля и вот эта ветка талантов. И плюс наличие определенного числа сопротивления, допустим, 400 с чем-то. Чтобы он за счет вот этого таланта раздавал окружающим. И Велиус тут сопротивление от Натаниэля не получает, но это не критично. Потому что Натаниэль все-таки его снимает иногда. Ослабление, я имею в виду штраф атаки. Поэтому не критично. Настенка, понятно, что крит урон, крит шанс, атака, то есть выкручено на урон. Таривол у нас с кубком, чтобы увеличивать скорость атаки. И плюс дополнительный шанс крит удара ему не помешает. Даже у него 120, ну кто знает, кто не знает, у него вот это вот срабатывание мультиатаки зависит от крит шанса с ульты. Поэтому вот так вот. Ветка талантов на скорость атаки. Ну и соответственно он на заливке. И мифик у него на скорость атаки. В конце боя он в принципе полезный, потому что у нас здоровья постоянно не хватает. Сутха на разломе на бафе и тоже вот эта миф-шмотка на увеличение скорости атаки. И соответственно талант такой же, нижняя ветка. Точность, понятно, на разлом. Так, кто у нас здесь еще остался? И Велиуса я не сказал, но у него вот эта ветка верхняя, по-моему. И, соответственно, веер, просвещенность и атака. Они у меня наносили, как вы видели, 336. Я думаю, что могут и побольше, но нанесли 336. Аура на атаку. Хотя я, кстати, не пробовал на скорость атаки. Может быть, будет больше. Так, что здесь важно? Я не показал тайминги. Тайминги у меня вот такие. Я их, в принципе, не менял и вручную не корректировал. Скорость срабатывания 11,2, то есть по умолчанию, и потом 16,5. Он успевает 2 раза за цикл бить. Ультой. Ну, не бить, точнее, а кидать нам бафы и щиты. Тайминги я не менял, пробовал другие, пока что лучше вариантов не нашел. Натаниэль у нас, насколько я помню... ну я тут босса не вижу, ладно, не буду уже уточнять. В принципе, тут думаю, что все понятно. Так, команда призыва. Я, честно, да, подсмотрел у Хисоки. Так, как же они были? Вот так, по-моему, вот так. Тайминги подсмотрел, вообще как бы смысл подсмотрел, но я не нашел для себя варианта, потому что его тайминги мне не подходили. У меня Лильванис без артефакта. Я ей поставил вот эту маску, чтобы выкрутить крит урон. Атаки мало, крит шанса мало, в общем у нее очень мало характеристик, так скажем. Ирзелас тоже с этим плащом, с сетом предков. Сопротивление есть, для того, чтобы он отражал, опять же, штраф атаки на себя. Жарлот с этой веткой талантов, он также распределяет сопротивление вокруг себя на союзников на старте боя. И получает энергию вот этого, да? Абсолютного навыка. То есть быстро себе набирает ульту. Плюс он, кто не знает, с боевого штраф скорости перезарядки. Вообще у меня эта команда, он на разломе еще и на заливке. Вообще у меня эта команда, и сопротивление у него, и точность, ну я просто скажу. Эта команда, она не доживает до конца боя, она умирает. Поэтому ее я буду еще дорабатывать. Если предыдущие, да, более-менее работают, то это работает плохо. Понятно, что Сентрелия у нас на Органе, там, на бафе. То есть атаку и максимально, ветка талантов вот это. Эту команду мне нужно сильно дорабатывать. Премция, атака, просвещенность, ветка талантов вот такая. Сопротивление сколько смог, с руной. Здесь тоже сопротивление, здесь побольше, еще больше. Здесь тоже. Здесь нет. Но, как сказал Хисока, здесь штраф атаки не принципиален ей. Ну, поэтому... Тут больше проблемы с выживаемостью. У меня они не живут. Они где-то на... Когда 2 минуты остается до конца боя, они умирают. Поэтому еще буду дорабатывать. Но 280 вот эта команда набивает. Так. Тайминги я пытался подобрать для своей команды, но они все еще кривые. Потому что Ливанис бьет, по идее, 2 раза за цикл. За счет замедления Жарлота. 19 вот этот цикл, да, получается 38. Хотя у босса вроде бы 33 секунды цикл. Но за счет замедления Жарлота 19 секунд, оно получается вроде как ровно под ослабление босса. Вот в начале цикла и в конце. То есть оно повторяется. Но бывает тайминги, ну как, сбиваются за счет определенных факторов. И получается, что урон там либо хуже, либо еще хуже. Такие вот дела. Надо корректировать. Я корректировал под себя, получилось вот этот пока что самый удачный. Но единственное, что они не доживают до конца боя. То есть, по идее, эта команда может выдавать там 300 и чуть больше урона. Но у меня пока что не выдает, потому что умирают раньше времени. Кто тут у меня еще? Сбор. Так, почему здесь шмотки такие? Я же вроде бы... я не сохранил. Я не сохранил. Это кошмар. Ладно. Давайте посмотрим яд. Итак, яд. Яд у меня с Ритой.
Если у меня Джорн и Рейта никуда не бежит, она не ближник, да? Расстановка вот такая. Тайминги, вот такие. Тайминги, скажу, не идеальные, далеко не идеальные, и они бывают сбивают. Поэтому это сырая команда у меня еще, ее нужно тестировать еще больше и менять вот настройки. Давайте поговорим про, помимо расстановки, да, и таймингов. Здесь часы не принципиально, вообще, я просто их одел, чтобы точность повысить. Таланты, опять же, я поставил только из-за того, что действие ослабления продлевается, то есть чтобы он штраф атаки вот эти держал дольше. Таланты не проверял, какие лучше, какие хуже. Какая была, такую и поставил. Он здесь на бафе. Его смысл это снимать баф защиты у босса. Кидать штраф атаки. И ускорять наших союзников. Это его основные функции. Поэтому мы стоим вокруг него. Когда ближники побегут вперед, они будут все равно возле него. Дуранга у нас на разломе на уроне. Ветка талантов на продление ядов. Просвещенность на остаток, крит шанс, не забываем, да, чтобы он ускорялся. Хотя это тоже не принципиально. Рейту я подставил, потому что она снижает урон, кидает штраф атаки. Дополнительно она снижает перезарядку, скорость боя у босса, то есть. И плюс продляет ослабление на 5 секунд, то есть в том числе и разлом. И плюс дает усиление защиты. Поэтому я и рук поставил, и заливка у нее. Атака, точность. В общем, у нее побольше атаки, чтобы она хилила получше. И рок, чтобы она давала баф. Твич у нас наносит второстепенный урон. У него здесь на продление ядов. Статуэтка тоже. Просвещенность, атака. И немного точности. У меня он плюс 5, то есть ему точность не нужна, чтобы здесь с ульты яд накладывать. Но чтобы с боевого накладывать, ему все равно нужна точность. Поэтому, в принципе, ему можно побольше точности. Лотер просто на урон, то есть просвещенность и атака. Больше я ему тут ничего не делал. В принципе, все. Набивала она у меня 380 с копейками, эта команда. Причем достаточно уверенно. Ну, то есть стабильно. Единственное, что тайминги еще требуют доработки, потому что они часто сбиваются. Так, какая еще команда у меня? Так, осталась заморозка. Кстати, насчет замен, да? Я не сказал. Можно, допустим, Дуранга поменять на Шинка. Урон упадет, но, в принципе, нормально. Рейту можно заменить на Фрубата. Только единственное, что расстановка сменится вот так вот. Здесь будет Фрубат. Если у вас Фрубат, его надо ставить здесь. Тогда получается, что с Фрубата, с рога, вот с артефакта, да, будет заливка по и урону, и по лечению будет на всех действовать. Что еще? Я пробовал с Шинком вместо Дуранга. Тоже пойдет, как я уже сказал, да, но он будет зацеплять, по-моему, только хвост и голову у босса. Может быть, также лапу, либо голову. То есть две цели из трех. Не знаю, как там дебаф, то есть разлом распространяется, то есть он дублируется на все части или нет у дракона. Не знаю. Но урон был в итоге меньше. Лотер также можно без артефакта. Понятно, что ему тогда статуэтку надо вот это вот вешать. Ну, а Твичу, соответственно, вешать, допустим, тот же бумеранг. Бумеранг, кто там у нас еще есть? Можно бумеранг, на крайняк можно вот этот вот. Также, конечно же, можно с Корином делать, но у меня там был урон хуже. Опять же, просядеть. Также можно без Джорна, но будет сложнее, потому что все-таки Джорн заливает, и они успевают там почаще ультовать. Тайминги я не выстраивал на идеальное, поэтому это далеко не идеальный вариант. Так, это у нас какая пачка? Раз, два, три, по-моему, я про нее рассказал, да? Да. 4. 4 я имел в виду, да. Вот это. 5 это вот это. Единственное, что шмот я не сохранил. Так, если у меня другая сохранилась на сбор, то будет неплохо. И получается нет. Получается сбор. Вот он, да? Да. Так, ну в принципе, что я здесь покажу? В общем, у Телендора я не сохранил шмотки, потому что я менял строй у команды. Мы также выставляем Гиллиан вперед на танковку, получается.
И вокруг ставим всех остальных. Если у вас филта, можете делать вот так. Вот так вот, и будет нормально. Допустим, филта вот здесь. Хуберг вот здесь. Так. А филта, допустим, вот здесь. Почему? Потому что филта, чтобы попадал по двум целям. То есть по лапе и по голове. Представьте, что здесь вот здесь вот филта. Тогда олень будет здесь. Никому никуда бежать не надо, у нас только Телендор, ближник. Вот так как Телендор, я набил все-таки Телендором, я набил вот так вот. Ну, либо так же, только с другой стороны. В чем фишка у них? Понятно, что Телендора мы одеваем на крит урон, крит шанс. Там у меня был артефакт его эксклюзивный, да, ветка талантов такая. У оленя он с органом на атаку, вот эта ветка талантов. Есть нюанс, что Алтон, он на разломе и на бафе от урона стихийного. У него вот эта вот ветка талантов, она позволяет снимать у босса усиление. Усиление, я имею в виду, что баф защиты. Поэтому точность у него с запасом. Хуберг, понятно, крит урон, атака. Крит шанса за счет того, что у нас олень дает плюс 40 крит шанса, мы можем вот этим вот двум, ну, урончиком выставлять там около 60-70% крит шанс. Все остальное в крит урон. Ветка талантов Хуберга вот такая. Филты я такую же ставил. С филта они наносят чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. У меня филта плюс 2. Филта плюс 2 я проверял. Допустим, с филта они наносят 272, там чуть больше. С Телендором получается там 280 с копейками, да? Но у Телендора эксклюзивный артефакт. Конечно же, можно Хегио ставить, если у вас там, допустим, кого-то нету, вот и Хуберга, либо филта, либо Телендора. Можно ставить Хегио. Если у вас вообще никого нету из них, да, Велби тоже неплохо играет. Если там у вас Алтона какого-то, либо оленя нету, пожалуйста, Алвис, пожалуйста, Татлин. Татлин на разлом, потому что он 3 раза бьет с ульты. Его вот к Алтону лучше в разлом. Гиллиан, она раздает сопротивление. Сопротивление, плюс она часть урона на себя забирает, плюс чтобы в цикл 2 раза попадать босса, она с посохом. Без посоха она не успеет. И будет чуть сложнее. Там нужно тогда переделывать. Тайминги у нас вот такие, то есть только у Гиллиан. Причем Гиллиан в конце, так же как у Агока, нужно, давайте я вам покажу тогда на примере босса. Здесь я в принципе все показал, шмот, там все дела. У Гиллиан под конец нужно смещать тайминги, то есть отключать. Она ультовать будет, видите, да, 18 секунд, а там 16, то есть она будет где-то здесь, чтобы босс не накладывал себе усиление защиты. И под конец боя, когда вы видите, что после абсолютного навыка босса вы уже практически умираете, тогда выключаете, после вот, когда Гиллиан здесь использует ульту, выключаете ее и второй раз используете уже вот перед этим навыком, перед ударом хвостом. Удар хвоста достаточно болезненно бьет уже в конце боя, и тем более бьет болезненно вот этот последний навык. Поэтому, чтобы их пережить оба, мы перед ними, удар хвостом бьет где-то здесь. То есть можно вот на этом промежутке где-то ультовать Гиллиан. Тогда она баф защиты дает, и мы вот это переживаем чуть дольше. То есть в конце боя мы можем чуть подольше прожить. Так, это сбор. И у нас остается тогда, получается, заморозка. Заморозка, вот честно, самая слабая у меня команда, потому что я ее просто, у меня уже сил не хватило ее испытывать. Я то, что на стриме попробовал, у меня получилось очень плохо. И уже под конец дня, ой, у меня уже не было ни сил, ни времени этим заниматься. Я даже вот видео сейчас записываю, я засыпаю, честно. Заморозка у меня получилась вот такая. Причем Хахадир, Аустер, там, Лосения, либо это будет Рава, Равена. Бычок вот этот эпический. Они наносили у меня все плюс-минус 220. Вообще не важно. Я пытался там Аустера на разлом, Аустера на урон. Я даже Хвитар ставил. У меня пока не получилось ударить выше 230. Понятно, что у нас Филосия ставится в кучку, потому что она дает вот такой вот, ну, щит и усиление защиты по этой кучке. Поэтому мы ее ставим как-то вот так вот. И вокруг нее уже ставим всех остальных. Я ставил ее, у меня артефакта у нее нету, я ставил ей, по-моему, то ли кольцо, то ли маску. И обратите внимание вот на этого бычка. Он с ульты дает усиление атаки, то есть его тоже можно. Вместо, допустим, Хахадир. И Видимир отлично наносит урон. То есть вот без Аустера и без Хахадира, вот допустим с ним и с кем-то еще. Вместо Лосени, вот допустим его, Раву. Там вместо Аустера, допустим, ее, либо его. Можно. И больше 200 вы набьете. 220, допустим. Ну а теми, кем я бил, Хахадир,
с Арганом на атаку, да, и на заливку. Ведимир, максимально крит шанс, крит урон, атака. Лосеня, соответственно, здесь я уже на урон поставил ее, да, но это вообще не важно. То есть она у меня была на разломе на самом деле, а Аустер на уроне. И ничего не поменялось, у меня также 220. Они просто больше не жили. Ну а Филосия с Рогом и сетом предков, то есть опять же, я это не тестировал, я просто натыкал все, что попалось под руку. И получилось 220, и в итоге я этот урон сохранил. 220 можно набить вообще без легендарок на самом деле. На боссе на этом. Потому что у нас еще есть куча героев поддержки, допустим, у нелегендарных. Там та же Стелла, тот же Гладрос, который иммунитет дает. Ну, в общем, еще можно попробовать. Ну, я просто показываю, что у меня вот так вот. И были стандартные вот такие более-менее тайминги, которые, в принципе, ни на что не влияли. Аустера тут на самом деле ограничивать не стоит, потому что он очень быстро набирает ульту. Поэтому вот так вот. В общем, предварительное видео, думаю, все. Пока что смог, то объяснил. То, что сам успел узнать. Надеюсь, что дальше мы еще разберемся получше с пачками, потому что 8 дней еще очень много времени. Но в первые дни все, что смог. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.